В этом видео я покажу, как закоптить сало прямо в обычной кастрюле, без коптильни у себя в квартире. Получается ароматное, мягкое, буквально тающее во рту. А еще расскажу про простой сухой способ посола, который подходит не только для копчения, но и сам по себе дает шикарный результат. И без копчения оно будет просто великолепным. Ну что, поехали. Сразу скажу, все начинается с самого сала. От его качества зависит и вкус, и текстура, и конечный результат. В этом ролике я буду солить настоящую классику – сало без мясной прослойки. Белое, плотное, с тонкой шкуркой и правильной толщины – около 4-5 см. Именно такой кусок просаливается равномерно, не теряет сочности и в итоге получается таким, каким мы его любим – нежным, ароматным и по-настоящему домашним. У меня кусок сала весом 700 грамм. Перед посолом мыть или мочить его не нужно. Сало должно быть полностью сухим. Если есть загрязнения, просто аккуратно соскоблите их ножом со всех сторон. Влага нам тут ни к чему, она только мешает хорошему посолу. Я разрезаю его ножом на 3 равных части, но не до конца, а только до шкурки. Так сало остается цельным, но лучше просаливается, соль проникает глубже и вкус получается более насыщенным по всей толщине. Солить сало лучше всего в посуде из нержавейки, но подойдет и пластиковый контейнер для пищевых продуктов. На дно кастрюли высыпаю слой соли, он работает не только как основа, но и как дренаж, отводя лишнюю влагу. Сало обильно пересыпаю солью со всех сторон, включая прорези. Не жалейте соли, не бойтесь пересолить. Сало возьмет ровно столько, сколько нужно. Затем укладываю кусок в кастрюлю, накрываю крышкой и оставляю солиться при комнатной температуре на 48 часов. Через 48 часов добавляем специи: черный молотый перец, лавровый лист и свежий чеснок. Чеснок я раздавил через пресс, так он отдает максимум аромата и остроты. Сало обильно посыпаю перцем со всех сторон. Затем натираю чесноком. Дополнительно делаю в куске проколы ножом и шпигую чеснок внутри. Это по желанию, но аромат получается ярче. Лавровый лист укладываю между кусками, прямо в прорези и немного сверху. После этого возвращаю сало в кастрюлю, закрываю крышкой и убираю в холодильник на 72 часа. Через 72 часа достаю сало из холодильника, оно уже полностью готово к употреблению. Очень ароматное, плотное и вкусное. Всего сало солилось 5 суток, 2 дня при комнатной температуре без специй и еще 3 в холодильнике с перцем, чесноком и лавровым листом. Теперь просто разрезаю шкурку и получаю 3 аккуратных и аппетитных кусочка. Для хранения соль и специи из сала не счищаю. Каждый кусок заворачиваю сначала в бумагу, потом кладу в пакет, плотно завязываю и убираю в морозилку. Так сало не прогоркнет и не впитает посторонние запахи. Когда захочется перекусить, просто достаю, очищаю от соли и специй и нарезаю прямо в замороженном виде. Так оно легко режется и при желании можно сделать очень тонкие ломтики. Я буду коптить сало варено-копченым способом. Так оно получается особенно нежным и мягким. Перед копчением обязательно нужно очистить каждый кусочек. Аккуратно соскоблить ножом соль, перец и чеснок со всех сторон. Сало должно быть чистым. Теперь варим. Я готовлю на пару. Это дает более деликатный результат и очень важно при этом контролировать температуру внутри куска. Для этого я использую 2 термометра. Один с длинным щупом, он показывает температуру внутри самого сала. Второй с коротким, для наглядности, он показывает температуру в кастрюле. Этот второй термометр не обязателен, он нужен скорее для демонстрации процессов.
Если в вашей кастрюле узкое отверстие в крышке для выпуска пара и туда не проходит термометр, можно открутить саму крышку и вставить щуп через ее крепление. Я, например, использую специальный штуцер. Удобно и герметично. Сало отвариваю на металлической подставке пароварки. Такие подставки легко найти на маркетплейсах, стоят они недорого. Наливаю в кастрюлю воду, ставлю подставку, сверху выкладываю сало и вставляю термометр в центр самого толстого куска. В процессе нагрева температура в кастрюле доходит до 97 градусов. Это температура кипящей воды. Примерно через 20 минут температура внутри сала достигает 65 градусов. В этот момент я выключаю плиту. Крышку не открываю. Важно, чтобы сало дошло до нужной температуры за счет остаточного тепла. На термометре видно, после отключения плиты температура внутри куска еще немного поднимается до нужных 70 градусов. Все, термическая обработка завершена. После этого выкладываю сало на решетку или подставку. Оно должно остыть и обязательно подсохнуть. Этот этап очень важен. Сухая поверхность лучше принимает дым, и копчение получается равномерным и красивым. Для копчения я использую два вида щепы – ольхи и вишни. Можно взять и только один вид, тот, который у вас есть под рукой. Щепы понадобится всего 12 грамм. Я беру 8 грамм ольховой щепы и 4 грамма вишневой. Я использую только сухую щепу, не увлажняю ее. Щепу выкладываю на блестящую сторону обычной пищевой фольги, накрываю вторым листом и плотно загибаю края. Получается герметичный конверт. Этот конверт выполняет сразу две функции. Он работает как дымогенератор, именно отсюда будет поступать дым, и как жироуловитель. Все, что стекает с продукта, останется внутри. Конверт с щепой плотно укладываю в кастрюлю так, чтобы края фольги образовали небольшой бортик. Верхний слой фольги прокалываю обычной зубочисткой, чтобы дым выходил наружу. Старайтесь проколоть только верхний слой. Если проткнете нижний, жир будет стекать на дно кастрюли. Это, конечно, не критично, но лучше этого избегать. Когда выкладываете сало, важно, чтобы оно не касалось стенок кастрюли. Края кастрюли, где продукт может соприкасаться со стенками, просто проложите фольгой. Здесь главное, чтобы нижний край фольги оказался внутри нашего фольгированного поддона. Так весь сок и жир с продукта будут стекать в него, а не на дно кастрюли. Сверху на фольгу я выкладываю фильтрующий слой – природный вулканический циолит. Он очищает дым, забирая из него смолы и лишние примеси, при этом сохраняя богатый аромат и вкус продукта. Конечно, коптить можно и без циолита, но с ним дым становится чище, а подставка и кастрюля остаются без копоти и налета. Я использую циолит фракции 5-10 мм, тот, что продается для фильтрации воды. Это доступно, просто и работает отлично. Затем сало выкладываю на подставку. В качестве подставки использую неразъемное кольцо для выпечки из нержавейки и металлическую подставку под горячее. Ставлю кастрюлю на плиту и включаю максимальный нагрев. Сейчас вы сами увидите, насколько быстро и легко проходит копчение. Термометр внутри куска не использую, сало уже прошло щадящую термообработку при варке. Теперь задача только прокоптить. Отверстие в крышке оставляю открытым специально, чтобы вы увидели. Дыма совсем немного, запаха в квартире не остается. Термометр с коротким щупом ставлю только для наглядности. Он не обязателен, но помогает показать весь процесс в деталях. Дым у меня начинает появляться через 3 минуты 30 секунд с момента включения нагрева, при температуре в кастрюле выше 83 градусов. После того, как началось дымообразование, вы можете процесс контролировать просто визуально, до тех пор, пока дым не начнет менять цвет с белого на желтый, или его интенсивность будет такой, что он начнет немного выходить из-под ободка крышки. Как видите, даже через отверстие для сброса пара выходит совсем немного дыма. При курении сигарет дыма гораздо больше. Обычно я закрываю это отверстие обычной бамбуковой палочкой от суши. Жду буквально 1 минуту и выключаю плиту. Если у вас электроплита,
можно просто снять кастрюлю с конфорки, дальше процесс идет без нагрева. Копчение при этом у нас происходит на низкотемпературном дыме, идеальном для копчения. Через 10 минут после начала нагрева дыма внутри уже нет, но он не вышел, а осел, адсорбировался на поверхности продукта, придав ему тот самый аромат и цвет. Температура копчения держится в идеальном диапазоне – 80-90 градусов. Сильный нагрев длится всего до 5 минут. За это время продукт не успевает прогреться настолько, чтобы жир начал капать, не говоря уже о подгорании. Гореть может только жир, попавший на стенки, если сало с ним соприкасается. Именно поэтому важно, чтобы куски не касались кастрюли. Даже через 20 минут после выключения плиты температура внутри кастрюли остается около 66 градусов. По сути, это вторая мягкая термообработка во время копчения. Посмотрите, какая красота получилась! Дым лег ровно, цвет насыщенный, аромат богатый, с глубоким копченым оттенком. Это настолько вкусно выглядит и пахнет, что трудно удержаться. И что важно, кастрюля совсем не пострадала. Сразу после копчения сало не едим. Ему нужно дать настояться или отдохнуть не менее 12 часов. Храню его так же, как и соленое. Заворачиваю в бумагу, затем в пакет и отправляю в морозильник. Сало получается невероятно ароматным, нежным и буквально тает во рту. А в следующем видео я покажу, как приготовить настоящие копченые шпроты. Это будет безумно вкусно. До встречи, друзья! Ну чё ты,